Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео покажу вам очень интересный способ обвязки крючком вот такими веерами или элементами полукруг. Можно обвязывать таким способом плед, покрывало, подушки, при вязании ковриков оформить край. В общем, в любых изделиях, где вам понравится вот такое оформление. Я вяжу покрывало из квадратных мотивов с таким красивым рельефным узором. У меня покрывало размером 4 мотива на 7. Уже соединила мотивы в единое полотно, и теперь мне только осталось оформить край. Дорогие друзья, мастер-класс вязания мотивов по рядам есть на моем канале. Смотрите в ссылке по подсказке или внизу под видео. Все способы соединения мотивов. Данный способ тоже я показала, как соединять квадраты в единое полотно. Вот таким способом тоже есть, и при пересечении мотивов тоже там все показала. В этом видео показываю мастер-класс, как выполнять вот такую обвязку крючком. И здесь я уже сделала 2 образца, но буду сейчас это перевязывать, сейчас расскажу почему. И смотрите, вот эти элементы полукруг можно вязать разного размера. То есть здесь вот у меня первый вариант, я вязала 2,5 полукруга, чтобы у меня вошло на 1 квадрат. И тогда вот здесь на углу получается вот такой тоже круг. Но если у вас четное количество мотивов в ширину квадратов и в ширину, и в длину, то у вас по углам сойдутся вот эти элементы полукруг. У меня в длину нечетное количество, поэтому я решила изменить и на 1 квадрат вот 3 вот таких веера вместила, то есть немножко уменьшила их размер в ширину и, соответственно, высоту. И поэтому у меня на 1 квадрат четко входят 3 веера, и по углам вот такое соединение будет вееров. То есть вот разное оформление углов. Здесь все очень просто. При выполнении углового веера просто провязывается больше рядов. При первом способе здесь у меня полукруг провязывается на 13 петлях, а при втором способе полукруг провязывается на 11 петлях. Но здесь я хочу перевязать край, так как я вижу, что не хватает одного ряда, провязанного вот это светлым цветом. И чтобы край был оформленный, буду провязывать по контуру в начале. Первый начальный ряд это будут рельефные столбики без накида. И затем уже по этому ряду буду вязать обвязку веерами. Итак, начинаю обвязку покрывала, и первый или начальный ряд буду вязать рельефные столбики без накида. И здесь присоединяю нить в любом месте за вершину любого столбика последнего ряда мотива, завожу крючок за вершину столбика, вот под полупетли, с одной стороны ввожу крючок, и с другой стороны под полупетли вывожу наизнанку. Здесь вначале провязываю как соединительный столбик и плюс 1 воздушная петля. И из этой же точки провязываю теперь столбик без накида. И далее также под следующую вершину заводим крючок с изнанки на лицевую на изнанку и провязываем следующий рельефный столбик без накида. При вязании таким способом рельефных столбиков, во-первых, такая обвязка, она укрепит край. И такая обвязка также будет совпадать с узором соединения мотивов. То есть здесь будет такое же окаймление. И в то же время край будет более оформленный. То есть стороны лучше мотива будут хорошо держать форму. И более объемный узор появится по краю. Здесь у меня, видите, соединение из столбиков с накидом идет. И здесь, конечно, мы провяжем просто столбики без накида по кромке. Можно просто за ножку столбика заводим крючок и провязываем столбик без накида, и в то же время обвязываем вот этот хвостик. Теперь здесь из угловой петли столбик без накида. И далее переходим
уже на вязание по стороне. И таким образом обвязываю край. Сейчас покажу тоже, как буду оформлять угол. Здесь этот хвостик уберу наизнанку. Итак, я провязала здесь рельефные столбики. Первый ряд при обвязке до угла. И смотрите, сразу выровнялась сторона. Она стала такая более оформленная и более объемная. И сразу вот край засмотрелся. В принципе, даже если таким способом, даже просто столбиками без накида рельефными обвязать по контуру плед, то он уже будет смотреться, конечно, более аккуратно, чем вот такой простой не обвязанный край. Но также, я думаю, будет лучше смотреться после такого оформления края и вот такая обвязка веерами. Здесь вы видите тоже край, вот он не оформленный, и поэтому обвязка она не смотрится, вот этот начало как бы вот этих вееров. Сами веера красиво смотрятся, а начало при соединении не очень. Поэтому всегда необходимо смотреть и вот выполнять вот такие закрепляющие и оформляющие начальные ряды. Здесь при обвязке угла, вот выполняя последний рельефный столбик на вершине последнего столбика с накидом мотива, а здесь на арочке просто из арочки провязываю 3 столбика без накида. И далее вновь продолжаю вязать уже по второй стороне рельефные столбики без накида. Итак, обвязываю все покрывало по контуру этим первым рядом из рельефных столбиков, и далее уже приступаю к вязанию вот этих вот вееров. Дорогие рукодельницы, я выполнила обвязку покрывала по краю рельефными столбиками без накида. Посмотрите, край стал более ровный. Здесь такая получилась чуть выпуклая каемка. И уже этот край, в принципе, хорошо оформленно смотрится. И он хорошо держит также форму. Но все-таки я хочу добавить еще по краю вот такие элементы, веера. И обвязать по кругу такими веерами свое покрывало. И сейчас вам покажу весь процесс обвязки. Вначале, конечно же, вы должны рассчитать, допустим, если у вас другие мотивы, другая ширина, другое количество столбиков, на какую ширину выполнять вот эти веера. У меня по стороне квадрата я рассчитываю, допустим, на один мотив 33 столбика, то есть на 33 петлях я буду вывязывать 3 веера по 11 на 11 петлях 3 веера. Если у вас другая ширина, вы можете изменить ширину веера, вывязывать на 9, допустим, петлях, на 13 петлях, на 15 петлях и так далее. Здесь процесс выполнения, вывязывания вот этих вееров очень простой. Последовательно мы провязываем такой полукруг с помощью укороченных рядов. И вначале, смотрите, это как техника тунисского вязания. Для первого ряда вот этого полукруга здесь я вначале присоединила здесь получается от начала квадрата, здесь от первого столбика начинаю вязать первый веер. Здесь у меня как раз ряд заканчивался и оставалось на раппорт одного веера. Здесь я рассчитала. И далее, смотрите, вот вы присоединили нить к нужному моменту, чтобы у вас ширина раппорта как бы шла как нужно. И это у вас первая начальная петля на крючке. Далее вы набираете на половину веера, то есть до центра полукруга. Еще здесь я набираю плюс 5 петель. Просто вводим крючок за 2 полупетли
столбика предыдущего ряда как вершину и вытягиваем петлю на крючок. Итак, я вытягиваю 5 петель, 3, 4, 5 для вязания первого ряда. И смотрите, первый ряд у нас получается на всю ширину полукруга, полный ряд. И здесь мы заканчиваем этот ряд, провязывая набранные петли с крючка обратно. И здесь мы в начале полный, когда ряд провязываем, в начале провязываем 2 петли с крючка. Далее провязываем по одной, то есть захватили рабочую нить, провязали одну петлю с крючка. И здесь кромочная петля. Далее второй ряд идет укороченный. Мы вяжем всего лишь до половины. Так как у меня здесь на ширину 5 петель идет сторона полукруга, то я буду провязывать второй ряд на ширину 3 петель. Если у вас, допустим, делится пополам, то есть у вас ширина, допустим, 8 петель будет, то вы на 4 петли. У меня здесь на ширину 5 петель, я в большую сторону беру, вот провязываю укороченный ряд на 3 петли. Набираю, смотрите, вкалываю крючок от кромочной петли. Далее вот предыдущий ряд, вот идут вертикальные вот эти вот ниточки. И первая полупетля идет за как бы вязанием. Мы вкалываем между, вот вторая полупетля идет впереди и получается между первой. И вытягиваем петлю на крючок. Далее вторая петля и третья петля. И провязываем для укороченного ряда, мы все петли провязываем по одной, начиная с края. То есть 1, 2, 3 и кромочная, 4 раз провязываем. Далее третий ряд идет полный ряд, то есть у нас будет идти чередование: один полный ряд, один укороченный. И так продолжаем чередовать, пока не вывяжем полностью полукруг. Здесь набираем, смотрите, вот предыдущий второй ряд, вот тоже идет вертикальная ниточка, вторая полупетля, между вкалываем крючок, вытягиваем петлю на крючок, вторая петля, и здесь точно так же третья петля, здесь как с краю за 2 ниточки смотрим, третью петлю, и затем спускаемся ниже, 4 петля, вот за ниточку вот первого ряда, между тоже вкалываем, вытягиваем, 4 петля, а 5 петля вот идет этот центр полукруга. Вытянули 5 петель, то есть полностью на полную ширину полукруга, подхватываем рабочую петлю и вначале здесь провязываем 2 петли, далее по одной. И так заканчиваем третий ряд. Четвертый ряд вновь идет укороченный на 3 петли. Вытягиваем 3 петли на крючок и провязываем обратно по одной. Пятый ряд идет полный ряд. По предыдущему ряду вытягиваем 3 петли. Далее ниже здесь вводим вот 4 петля и из центра 5 петля. И обратно провязываем здесь в начале 2 петли, затем по одной. Если вы сбились со счета, какой у вас ряд провязан, то считайте вот от края по кромочным петлям. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кромочных петель, значит 5-й ряд мы провязали. 6-й ряд укороченный, 3 петли набираем. Затем обратно провязываем. 7-й ряд полный. Набираем 3 петли по предыдущему ряду. И затем спускаемся ниже. 4 и 5 петля. 4 и 5 из центра. И здесь вначале провязываем 2 петли. Затем по одной. Смотрите, закончив 7-й ряд, если мы на ровной поверхности посмотрим, то мы как раз провязали половину
полукруга, то есть четверть круга. И далее продолжаем чередовать один укороченный ряд на 3 петли, один полный ряд. Это мы провязываем уже 8. Далее набираем петли для 9. Также 5-я петля из центра. И в начале 2 петли провязываем, затем по одной. Далее 10-й ряд, укороченный. И далее 11-й ряд идет полный. Всего здесь для полукруга на ширину на 5 столбиков, на 5 петель, я вяжу до 19 ряда. Есть чем больше ширина и количество петель при вязании полукруга, тем больше рядов вы провязываете. Вы можете прикладывать к ровной поверхности и смотреть, закончили вы вязать полукруг или нет. Но здесь у меня получается в 19 ряду полный ряд будет. Я заканчиваю и присоединяю к кромке вторую сторону полукруга. Покажу как. Итак, я провязала второй веер почти до конца, провязала до 17 ряда, и смотрите, небольшого сегмента не хватает, чтобы соединить край с краем полукруга. И сейчас провяжу еще заключительные 18 и 19 ряд. Если вы, допустим, не будете довязывать там несколько рядов, то у вас веер как бы будет немножко стянутый. Если вы будете слишком много вязать рядов, то у вас веер будет немножко фалдить. Поэтому важно проверять на ровной поверхности. Если вы не уверены, можно отпарить и посмотреть, как смотрится веер на столько рядов, сколько вы связали. Итак, 18 ряд начинаю вязать. Здесь это укороченный ряд, все четные ряды идут укороченные на 3 петли. Набираю 3 петли и провязываю их назад. И затем заключительный 19 ряд. Также ввожу в начале крючок в петли предыдущего ряда, 3 петли набрала. И далее здесь у самого центра 4-я петля и из центра 5-я петля. И при провязывании ряда обратно мы присоединяем сразу к краю этот ряд. И смотрите, вот у нас от центра далее идет следующая петля. То есть не промахнитесь, вот не пропустите эту петлю. Она немножко затянута. Вводим крючок, подхватываем здесь рабочую нить и здесь провязываем сразу 2 петли. В следующую кромочную вводим крючок, подхватываем рабочую нить и вновь провязываем 2 петли с крючка. Далее 3-й раз вновь провязываем 2 петли, 4-й раз провязываем 2 петли и 5-й раз вновь провязываем 2 петли. И на этом второй веер завершен. И чтобы приступить к вязанию следующего веера, провязываем еще плюс 1 соединительный столбик. И эта петля идет первая петля для начала вязания следующего веера. И далее для следующего веера также набираю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И первый ряд провязываю обратно в начале 2 петли, далее по одной. 2, 3. Следующий второй ряд укороченный. Набираю 3 петли. И провязываю здесь только по одной. Далее 3-й ряд вновь полный ряд. По предыдущему ряду набираю 3 петли. И здесь ниже
4 петля и из центра полукруга 5 петля. Провязываю в начале здесь 2 петли, затем по 1. И далее вновь чередуется укороченный ряд и полный ряд. И в 19 ряду точно так же прикрепляем сторону полукруга к краю вязания. Я довязала веера как раз до угла. И здесь, смотрите, при переходе на другую сторону, здесь я уже закончила вязать. Если я сделаю один соединительный столбик, то получается я от угла начну. То есть здесь будет немножко несимметрично, поэтому я делаю еще один соединительный столбик. И здесь со 2 петли начинаю вязать веер по второй стороне, чтобы здесь было как бы одинаковое расстояние между по одной стороне от угла и по другой стороне, то есть начало веера от угла.